Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Россия по итогам 2024 года может заплатить Украине за транзит газа порядка 500 миллионов долларов. Александр, так ли это и сколько получает Россия на поставках газа через Украину? Во-первых, давайте заметим, что наши друзья, которые следят за доходами Российской Федерации от поставок энергоносителей в разные страны мира, отмечают, что, вы знаете, вот безобразие. Россия получает от Европейского Союза, точнее от стран, входящих в Европейский Союз, за поставляемые туда энергоносители, это, конечно, не только газ, но в целом за энергоносители в 2 раза больше денег, чем мы, мол, выделяем Украине. А это недопустимо. Это, во-первых. Во-вторых, здесь есть некоторая ошибка про 400, вот эти 500 миллионов. Как мне представляется, это ошибка. Собственно говоря, почему я считаю, что это ошибка? Давайте мы разберемся. В 2019 году был подписан действующий сейчас контракт, и у него были некоторые принципиальные отличия от предыдущего транзитного контракта, который заключался в конце, прошу прощения, в начале 2009 года и действовал до конца 2019 года. Собственно говоря, отличия принципиальные были следующие. В контракте 2009 года не было пункта «качай или плати», но там проговаривалось, что гарантированные объемы поставок будут составлять порядка 110 миллиардов кубических метров газа в год. И допускался перенос объемов с одного периода года на другой. То есть не было строгой разбивки по суткам. То есть 110 за год. Когда конкретно вы эти 110 будете отправлять, вообще не важно. За нарушение данного пункта какие-либо санкции не предусматривались, не проговаривались, не описывались. Все желающие, кстати, могут в открытом доступе найти этот контракт в сети. Далее. Ввиду того, что наши отношения с Украиной несколько осложнились во второй половине десятых годов, украинская сторона, стараясь парировать и свои финансовые провалы, подала в суд на «Газпром», мол, «Газпром, ты через нас мало качаешь, ты должен заплатить нам кучу денег». И называлась какая-то фантастическая сумма, больше 10 миллиардов долларов. «Газпром» подал встречный иск за нарушение принципа «бери или плати». Притом, самое интересное, в контракте на поставку газа, который действовал на тот момент, был пункт «бери или плати», и были четко прописаны санкции за нарушение этого пункта. Но просто ни разу этими санкциями не пользовались, ни разу на этот пункт до того момента не обращали внимания, хотя все понимали, что Украина с первого же года выполнения своих обязательств эти обязательства не выполняет. Связано это было с падением спроса на газ на территории Украины, притом падении очень значительном, падении примерно заговариваюсь, это падение было сопоставимо с объемом добычи такой компании, как Укргазвидобування. Укргазвидобування. Укргаздобыча – это подразделение «Нафтогаза», которое, собственно, занимается добычей газа. Эта компания обеспечивала производство порядка 75% всего газа на территории Украины. То есть 20 миллиардов Украина добывала, из этого объема 3/4 добывала Укргаздобыча, и вот на эти 3/4 упал спрос на Украине. То есть с 60 до 45 миллиардов кубов с 2008 по 2009 годы. И далее этот показатель держался, примерно на этом уровне, порядка 45 миллиардов. Там чуть меньше, чуть больше, до тех значений, которые были до 2008 года включительно, потребление на Украине не поднималось. Опять же, из-за проблем чисто экономического характера, а если сравнивать с потреблением начала 90-х годов, то это будут вообще слезы, потому что Украинская Советская Социалистическая Республика последние годы своего существования потребляла 100-110 миллиардов кубов газа. Тут даже в лучшие годы перед мировым экономическим кризисом Украина потребляла 60 миллиардов кубов, а потом вообще меньше 50. Понятно, после 2014 года было бы странно, если бы Украина наращивала потребление газа, хотя соответствующие планы были и по росту добычи, но
В общем, все это не получилось, Украина потребляла мало, закупала у России мало, и Россия могла бы подать в суд, сказать: ребята, вы не выполняете взятые на себя обязательства, этого не делали. Ну, опять же, все понимали, что что крючкотворствовать. Ну, не выбирают и не выбирают, ладно, что с них взять, кроме анализов. И те, знаете, с визгом и только под наркозом. Вот. Но возник судебный процесс, встречные иски. В итоге по баш на баш получилось, что должен «Газпром», должен там порядка 2,5 миллиардов долларов. И получилось странное. То есть европейская структура, а именно Стокгольмский арбитраж, который являлся третейской структурой в данном случае, он рассматривался в качестве стороны, которая будет рассматривать все споры между «Газпромом» и «Нафтогазом». В общем, Стокгольмский арбитраж, по сути, встал на сторону Украины, сказав: ну, извините, но не могут они вам никак заплатить, у них сложная экономическая ситуация, поэтому как бы бери или плати, мы отменяем. А вот качай или плати, который не был прописан, мы как бы имеем в виду, что он есть, поэтому, заплатите. Конечно, не 10 миллиардов, тем более там не 15, не 20, вот 2,5 заплатите, будьте любезны. В итоге заплатили. И вот чтобы подобное не повторилось, в новом контракте пункт «качай или плати» был прописан четко, строго, внятно, чтобы не допускать каких-то двояких толкований. То есть не просто гарантированный объем прокачки, нет, качай или плати. И тут была система взаимных уступок, которая, по суммарному счету, все-таки была в пользу «Газпрома», потому как по старому контракту тариф на прокачку газа пересматривался ежегодно. А здесь тариф, по сути, насколько мне известно, насколько вот я мог ознакомиться с текстом контракта, который тоже выкладывался в сеть, тариф фиксировался на все время действия контракта этого. И, по сути, если брать всю протяженность, на которую прокачивался газ, получалось, что за 1000 кубов надо платить 32-33 доллара за 1000 кубов, прокачиваемых по всей территории Украины. Тарификация идет, разумеется, не на всю территорию Украины, это 1000 кубических метров, прокачанных на 100 километров. Вот такой тариф, но с учетом расстояния, на которое надо прокачивать, примерно вот так получалось. Можно сказать, можно там посчитать чуть больше, но порядок величин таков. Для нас конкретная сумма здесь не столь важна. А что важно? Важно, что под принцип «качай или плати» подпадали определенные фиксированные объемы, которые изменялись со временем. То есть в 2020 году должен был прокачиваться максимальный объем. Обычно пишут 65 миллиардов кубических метров. А с 2021 года уже 40 миллиардов кубических метров. Но это за год. А по действующему контракту тарификация велась, точнее, принцип «качай или плати» действовал не в годовом выражении, а в суточном. То есть вот эту величину надо было разделить на эти самые 365 дней, и гарантированный объем получался. Хоть в год это должно было быть 40 миллиардов, но за сутки это должно было быть порядка 109,6 миллиона кубических метров газа. Притом в контракте прописывалось 2 точки входа. Суджа и Сохрановка. И вот текущий контракт, возвращаясь к тарификации, по текущему, ныне действующему контракту у нас добавилось еще несколько переменных. То есть давайте зафиксируем, прежде чем к ним перейдем. 109,6 миллионов кубов в сутки, 109,6 миллионов кубов в сутки должны были оплачивать, независимо от того, прокачиваются они или не прокачиваются. Поставки должны были осуществляться через 2 направления – Суджа и Сохрановка. Притом на территории России постепенно к снижению поставок на украинском направлении готовились. То есть, какие-то устаревшие мощности, которые, если бы эти поставки сохранялись, надо было бы модернизировать, просто убирались, потому что они не нужны. Мощности, например, на компрессорных станциях. Там газоперекачивающие агрегаты, зачем их менять? Если падают поставки, эти агрегаты не задействуются. Все, убираем, они не нужны. 2 направления, гарантированные объемы. С мая 2022 года Украина не принимает заявки на прокачку газа через газоизмерительную станцию Сохрановка. Через эту станцию шло примерно 30-35 миллионов кубических метров газа. То есть давайте до 110 миллионов округлим вот этот гарантированный объем, вычтем 35 миллионов из этого объема, получаем 75 миллионов кубических метров. Это объем, который должен был прокачиваться через ГИС Суджа, через которую поставки сейчас идут, но идут в меньших
в меньшем количестве. Они идут, ну, где-то там 40, 42, 45, 38, вот в этих пределах колебаясь, миллионов кубических метров газа в сутки. Но независимо от того, сколько вы прокачиваете через суджу, оплачиваете вы все равно вот эти примерно 75 миллионов. Насколько я понимаю, текст действующего контракта. А почему я делаю эту оговорку? Я делаю эту оговорку, чтобы еще раз напомнить про Сохрановку. «Газпром» после того, как Украина перестала принимать его заявки, а он ежесуточно подает заявки до сих пор, «Газпром» сказал, ну так вы не принимаете заявки, вы мешаете выполнять взятые нам на себя контрактные обязательства, поэтому мы считаем, что раз вы тут объявляете какой-то форс-мажор, мы тоже объявляем форс-мажор из-за ваших действий и не будем оплачивать вот эти объемы, которые, прокачку которых мы заказываем через Сохрановку. Возможно, через Сохрановку сейчас заказывают прокачку 70 миллионов кубических метров в сутки. Может быть. Но обычно через нее там 30-35 миллионов прокачивалось. И будем из этого исходить. То есть через суджу должны прокачивать 75, и вот этот объем, скорее всего, оплачивается. То есть мы можем прийти к тому, что украинской стороне за транзит газа заплатят не более миллиарда долларов, как по идее должны были бы, если бы напрямую читать текст действующего контракта, а где-то 800-850 миллионов долларов, но это не деньги, которые пойдут в государственный бюджет Украины. Это тоже очень странная мысль, которую периодически я и у наших лидеров общественного мнения слышу, что вот эти деньги, они идут в бюджет Украины, а из бюджета Украины они идут туда-то, туда-то. Погодите, эти деньги платятся оператору газотранспортной системы Украины. Это компания, которая осуществляет транзит газа, которая является оператором газотранспортной системы. Она тратит эти деньги на зарплаты, на горюче-смазочные материалы, на энергоносители различного рода и прочее, прочее, прочее. Там на какое-то материально-техническое обеспечение, там ремонты какие-то текущие, прочее, что нужно производить. То есть, притом руководство этой компании постоянно ноет, что платим мы им очень мало, что они чуть ли не в минус качают наш газ. То есть, когда говорят, вот эти деньги «Газпром» отправляет в бюджет Украины, а из бюджета Украины понятно, на что эти деньги идут. Ну хорошо, а украинское руководство объясняет, почему оно качает газ и дает «Газпрому» возможность зарабатывать на европейских потребителях. Почему не обрубят поставки? Там тоже, знаете, начинают объяснять, ну как, ну контракт, взятый на себя обязательства, мы обязаны это делать, чтобы ничего не попишешь, но контракт потом прекратится, и мы тут же, и так далее. Ну вот. А мы говорим, мы будем поставлять, потому что мы поставляем не Урсуле фон дер Ляйен, а конкретным странам, которые по удивительному стечению обстоятельств к нам благорасположены. Странно, да? Вот такая взаимосвязь. Энергоносители получают и к нам благорасположены. С чего бы это? Наверное, надо обрубить им поставки. Вот. То есть эти деньги платятся оператору газотранспортной системы Украины. И на этих поставках зарабатываются, опять же, деньги зарабатываются. Как, если вы думаете, что наш газ идет по ценам там 200 долларов, 100 долларов, ну наш же газ, как, опять же, некоторые лидеры общественного мнения сообщают, ой, такой дешевый, ой, такой прям дешевый. Дорогие друзья, наш газ в рынке. Наш газ, который обвиняли в десятых годах, что он очень дорогой. Российский газ страшно дорогой. Фу, покупать российский газ, страшно дорогой российский газ. Он в рынке. Он продается примерно на том уровне, на котором продается любой другой газ. Наш газ не ультрадешевый, не ультрадорогой, он в рынке. Он где-то может стоить чуть дешевле, чуть дороже, но если исходить из то цена на него вот в третьем квартале должна быть, ну, где-то в районе 400 долларов за 1000 кубов. Ну вот представьте, Украине за прокачку газа, Украине, оператору газотранспортной системы Украины, оператору газотранспортной системы Украины платят за прокачку 800-850 миллионов, прокачивают через газотранспортную систему где-то 15 миллиардов сейчас в год, и эти 15 миллиардов идут где-то, ну, 350-400 долларов за 1000 кубических метров. Все желающие могут вооружиться калькуляторами и посчитать, сколько в итоге в сумме заплатят за такие поставки. Вот, дорогие друзья, как-то так выглядит эта ситуация. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, в условиях блокирования Ютуба, его замедления, подписываемся на наш телеграм Геоэнергетика Инфо в Телеграм.
Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях насильственного импортозамещения. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.